В этом выпуске мы разбираем, почему индикаторный подход дает ограниченный результат и в каких случаях он действительно полезен. Поговорим о том, как читать поведение цены без визуального шума, почему контекст важнее любого сигнала и какие идеи из теории хаоса, теории игр и статистики позволяют увидеть рынок глубже. Обсудим роль индикаторов Уильямса как аналитических инструментов, а не механических правил, и разберем, как формировать системное понимание структуры рынка вместо поиска идеального сигнала. Этот ролик про подход, который позволяет принимать решения осознанно, а не реактивно. Цель не дать сигналы, цель показать, почему сигналы ограничены и как строить решения на структуре цены. Все остальное – фильтры. Начнем. Всем привет! После долгого перерыва с вами снова Евгений. Периодически у меня возникают важные дела, и в это время я не могу уделять время каналу. Но это и хорошо, и плохо, так как в это время я могу проанализировать всю ту информацию, которую накопил, ну и сделать кое-какие выводы. Свободным словом закончим и сразу к делу. В трейдинге есть устойчивая иллюзия, что индикаторы способны стать фундаментом стабильной системы. Это ощущение подкрепляется тем, что на графиках они выглядят аккуратно, структурно и создают ощущение порядка. Но чем глубже изучаешь их работу, тем очевиднее становится, что индикатор не является источником преимущества сам по себе. Это математический инструмент, производная цены, функция от уже свершившихся данных. Он может помогать, может подтверждать, ускорять анализ, но никак не формирует основу, на которой стоит принимать ключевые решения. Само по себе большинство индикаторов ничего нового о рынке не создают, ведь они функции цены и объема. Поэтому их информативность жестко ограничена тем, что уже есть в самом графике. Но важно, что реально несут индикаторы, и что действительно важно в алготрейдинге помимо них. Попробуем структурировать. Почему индикаторы не добавляют информации? Во-первых, индикатор – это преобразование исходного сигнала, то есть цены. Скользящие, RSI, стохастики и так далее – это все линейные либо нелинейные фильтры времени. Информации в них не больше, чем в цене, и, следовательно, максимум можно перераспределить или отфильтровать. Во-вторых, большинство индикаторов сильно запаздывают. Они описывают прошлое, и задача трейдера делать выводы о будущем. В-третьих, индикаторы часто коррелируют между собой. В частности, например, RSI соответствует стохастику и примерно соответствует Williams Percent Range. MACD – это приблизительно пересечение простых скользящих средних, а потому 10 индикаторов очень часто 10 раз одно и то же. Цена – это шум, а индикаторы – это сглаживание или выделение характеристик движения. Есть ряд индикаторов, которые объективно полезны. Например, для фильтрации тренда флета можно применить скользящий или ADX, для измерения волатильности ATR, для оценки перекупленности RSI, оценка структур рынка, объем, дельта, то есть они ценны в комбинации, когда вы используете их как фильтр входа, а не как стрелку вверх-вниз. Некоторые из них действительно дают профит в определенных рыночных фазах, помогают синхронизировать ритм, дают ориентиры по моментуму или по состоянию рынка. Но их эффективность ограничена именно тем, что они следуют за ценой, а не ведут ее. И если опираться только на них, то и результат будет соответствующим, умеренным, либо отрицательным. Точно не таким, каким должен быть для системного роста капитала на длительном промежутке. Я и сам пользуюсь различными индикаторами, да, они дают мне определенную прибыль, но не ту, которую я на самом деле хочу получать. При этом у меня в работе всегда было ощущение, которое долгое время существовало где-то в фоновом режиме. Даже используя индикаторы, ориентиры все равно строились по глобальному движению, структуре и геометрии графика. Уровни, импульсы, накопления, фазовые переходы. Именно вот этот контекст давал понимание, когда движение начинает формироваться и где оно может усилиться. Индикаторы лишь дополняли этот взгляд. Иногда подчеркивали, иногда подтверждали, но никогда не определяли решение. Это понимание не приходило резко, оно проявлялось постепенно, когда сложилось ощущение, что вся работа идет не от индикаторных сигналов, а от чтения поведения цены. И вот здесь начинается самое интересное. Цена – это не просто последовательность свечей, это отражение взаимодействия участников.
язык, который рынок использует для выражения своих состояний, где он остановился, где набрал скорость, где появилась неопределенность, а где увеличилась агрессия. Свечи — это не конкретные фигуры из учебника. Это микроистории про то, как одна группа участников попыталась перехватить инициативу, а другая ответила. Каждое ускорение, каждый хвост, каждый разворот — это следы решений, эмоций, страхов, ну и ожиданий. Но сама по себе свечная форма мало что значит. Контекст определяет ее смысл. Один и тот же паттерн может быть как разворотом, так и продолжением или шумом, в зависимости от того, к какой фазе рынка он относится. Тренд, коррекция, накопление или распределение. Контекст — это топология рынка. Уровни ликвидности, реакции на них, структура импульсов, присутствие или отсутствие объемов, общее состояние волатильности. И когда взгляд переключается на эту картину, рынок перестает быть хаотичным набором линий. Он становится системой, которая движется в рамках своих законов. Это понимание хорошо резонирует с идеями, которые развивал Билл Уильямс. Его работы часто сводят к аллигатору и нескольким индикаторам, хотя его вклад несколько глубже. Сразу скажу для фанатов Билла Уильямса: я не рассматриваю мнение ни одного даже самого авторитетного человека как истину в последней инстанции и не стану трактовать только так, как он это видит. У меня своя голова на плечах, и я делаю свои выводы. И видение у меня тоже свое. Так вот, он рассматривал рынок как живую систему, которая постоянно перераспределяет энергию, меняет состояние и адаптируется к давлению участников. Его индикаторы — это всего лишь визуальные метафоры этих состояний. Аллигатор — это не три линии, а способ увидеть фазу. AO не гистограмма, а проявление изменений импульса. Ну а AC — это не цвет, а оценка ускорения. Но все это имеет смысл только тогда, когда трейдер уже понимает поведение цены. Если смотреть на эти инструменты как на набор сигналов, они теряют смысл. Но если воспринимать их как отражение рыночных процессов, то они становятся полезной линзой, позволяющей лучше видеть фазовые изменения. Именно это делает подход Уильямса ценным. Не механические правила, а философия восприятия. И она напрямую связана с внутренним состоянием трейдера, вниманием, балансом, намерением, ритмом. Когда внимание не хаотично, рынок не выглядит хаотично. И если правило имеет подтвержденное статистическое преимущество или edge, то система прибыльна, сколько бы индикаторов не было. Edge может быть разным. Mean reversion, возврат к среднему, моментум, импульс, сезонность, level-based logic, логика уровней, microstructure effects, эффекты микроструктуры рынка. Индикаторы нужны только чтобы формализовать edge, а не заменить его. Одна из самых недооцененных вещей — это режим рынка. Рынок постоянно переключается. Тренд, флэт, высокая волатильность, низкая волатильность, импульс, консолидация, паника. Edge работает только в определенном режиме. Алготрейдинг — это определение режима и включение правильной модели. Вот это куда важнее, чем пересечение скользящих. Далее управление позицией. Отношение риска к прибыли, трейлинг, частичное закрытие часто важнее входа. Риск-менеджмент, размер позиции влияет на итоговую доходность, иногда сильнее, чем частота выигрышей. То, что действительно дает новую информацию, так это нелинейные представления цены. Например, объем, дельта, футпринт, кластерные аномалии, ликвидность, волатильность, волатильностные кластеры, статистика паттерна свечей, фрактальные признаки, машинное обучение и так далее. Это уже не просто производная цены, а совершенно иные представления процесса. Сделаем промежуточный вывод. Индикаторы сами по себе почти бесполезны, но в роли фильтра и формализатора идей они нужны. Ценно не то, что индикатор показывает, а как вы используете трансформацию данных. По-настоящему сильные системы почти никогда не основаны на индикаторах, а на поведении рынка, статистике и режимах. Если рассматривать рынок с научной точки зрения, то наиболее точные описания дают дисциплины, которые изучают сложные адаптивные системы. Теория хаоса показывает, что рынок детерминирован на микроскопическом уровне, но непредсказуем на уровне результатов. Малейшие изменения условий рождают разные структуры. Фрактальность проявляется в том, что поведение участников на минутном графике повторяет их же решения на дневном, просто в разных масштабах. И это закономерно. Психология толпы масштабируема. На самом деле 90% индикаторов — это просто разные языки, на которых люди пытались описать одно и то же движение цены.
чаще всего интуитивно и без строгой математики. И только теория вероятности плюс статистика реально позволяют оценивать будущее. Почему индикаторы не предсказывают, а только объясняют прошлое? Когда мы берем производную или любые ее преобразования, RSI — это нормированная скорость изменения, MACD — это разность скоростей, и так далее, то мы всегда получаем информацию о прошлом состоянии системы. Это фундаментально. Индикатор — это функция от прошлых цен, то есть он память о прошлом, а предсказание — это аппроксимация будущего, что требует вероятностной модели. Индикатор может помочь, но он не содержит информации о будущем, кроме той, что уже есть в исходном процессе. А рынок — это почти случайный блуждающий процесс с зависимостями. Что вообще дает производная в трейдинге? Математически. Она показывает скорость изменения, то есть моментум. Это полезно. Рынок имеет тенденцию продолжать движение. Это и есть моментум. Это и есть статистика, а не индикатор. Локальную кривизну тренда. Вторая производная — это ускорение. Показывает разворотные участки, часто совпадает с экстремумами. Изменение волатильности. Производные на волатильности, например, ATR, дают режимность, и это действительно полезно. Почему статистика решает, а индикаторы нет? Предсказание будущего — это оценка условной вероятности. И вот что дает статистический подход. Мы можем оценить закономерность. Например, если скользящая увеличивается 10 баров подряд, то вероятность продолжения движения, например, 55%. Это уже edge. Мы можем оценить распределение. Например, после сильного движения вверх, скажем, в 95% случаев, рынок корректируется в течение n баров. Это mean reversion. Мы можем оценить зависимость между признаками. Например, волатильность плюс импульс. Это лучшая комбинация для пробоев. Мы можем прогнозировать диапазон будущих цен. Это невозможно для индикаторов, но возможно для статистики. Например, GACH, модель анализа и прогноза изменчивости временных рядов, HMM, вероятностная модель со скрытыми состояниями, ARIMA, модель для прогнозирования стационарных и нестационарных временных рядов, и VAR, векторная авторегрессия. Что статистика может дать трейдеру, чего индикаторы не могут? Во-первых, оценку вероятности будущего сценария. Индикатор говорит, что рынок вырос. Статистика говорит, что с вероятностью 57% после такого роста будет продолжение. Во-вторых, оценку размера движения. Индикатор говорит, что волатильность выросла. Статистика говорит, что ожидаемый диапазон, например, 2,4%. В-третьих, оценку риска. Индикатор говорит, что рынок перекуплен. Статистика говорит, что хвост распределения слева утяжелен, значит риск глубокого падения. В-четвертых, оптимальное действие. Статистика не просто описывает рынок, она говорит, где есть edge. Если смотреть чисто математически, производная дает информацию о локальном направлении, локальной скорости, энергии движения, но не дает информации о следующем значении. Чтобы прогнозировать, нужно знать распределение перехода, а это и есть теория вероятности. Теория вероятности напоминает о фундаментальном факте. Не существует сигналов со 100% вероятностью. Любая система — это комбинация математического ожидания и управления риском. Преимущество — это формула, а не фигура на графике. Оно возникает там, где вероятность выигрыша с поправкой на средний результат превышает аналогичную вероятность убытка. Все остальное — иллюзия контроля. Статистика является единственным инструментом, который способен отделить реальный паттерн от случайного совпадения. То, что выглядит красиво один или два раза, может быть полностью бесполезным на длинной серии. Но то, что стабильно проявляется на выборке из сотен наблюдений, уже можно считать закономерностью. И только эти закономерности можно использовать в реальной системе. Это критерий, от которого невозможно уйти. А теория игр объясняет главное. Рынок — это не борьба с ценой. Это взаимодействие с другими участниками. Цена движется туда, где максимальная концентрация стопов, ожиданий и ошибочных убеждений. Там, где толпа уверена, что она права, именно там рынок обычно ломает структуру. Ликвидность всегда тянется туда, где много одинаковых решений, потому что
там проще всего собрать объем. И вся логика рыночных ловушек строится именно на этом. В итоге подход становится прозрачным. И не искать грааль, не надеяться на идеальный сигнал, а строить понимание. Это означает работу с чистой ценой, использование индикаторов только как дополнительных фильтров, тестирование любых гипотез статистикой, оценку поведения толпы, а не формы свечи. И главное, рассмотрение рынка как системы, где ваши решения должны быть не эмоциональными, а структурными. Например, вот короткий чек-лист. Определитесь с фазой рынка. Это тренд, коррекция или там накопление, уровнем ликвидности, поведением цены, хвосты или ускорение. Если на эти вопросы нет ответа, то вход отменяется. Если же ответ есть, то его можно подтвердить индикаторами. Например, там AO или AC. Найти стоп за структурой и соотношение риска к профиту 1 к 2 минимум. Само решение строится до индикаторов. Следует понимать, что не индикатор важен, а статистическое свойство процесса, которое он помогает измерить. Если мы можем измерить это свойство напрямую, то индикатор становится не нужен. Например, RSI может измерить скорость средних положительных и отрицательных движений. Мы можем просто взять цену и посчитать средние upside и downside и получить то же самое. Все можно выразить через цену в ее сыром виде. И когда мы применяем индикатор, нужно понимать, что мы хотим увидеть. Осознавая это, возможно, и индикатор не так уж и нужен. Я говорил о статистике и теории вероятности, больше всего. И тут вроде как все очевидно. Мы на истории набираем датасет, выбираем индикаторы, которые нам интересны, смотрим на реакцию цены при применении индикаторов, набираем так статистику. Потом применяем теорию вероятности для каждого индикатора, и итоговая вероятность, это, грубо говоря, средняя от суммы всех вычисленных нами вероятностей. А вот про теорию игры сказал очень мало, и оставлю это на следующее видео, чтобы не комкать материал. Этот канал создан для того, чтобы фиксировать и систематизировать подход, основанный на понимании, а не копировании готовых шаблонов. Здесь нет цели навязать набор инструментов или обещать простые решения. Наоборот, задача в том, чтобы обсуждать правильные вопросы, которые помогают увидеть рынок глубже. Я выкладываю варианты индикаторов, мое видение решений в тот или иной момент, но как их использовать и прислушиваться к моему мнению – дело ваше. Это небольшой ликбез, потому что я усвоил и считаю крайне важным. Именно это понимание будет определять мои дальнейшие изыскания. Спасибо за внимание. Если это видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!